Египетский оазис, у нас стелс против Токса. Клево. На этой карте, кстати говоря, очень круто стелс против Демо сыграли Маракарп и Тимстеп. Так, генералов выставим. Токс, Доктор Тракс и стелс Стас. Хорошая карта и хороший матчап, на самом деле, для этой карты. Много ресурсов, можно воевать. Хоть завоевайся, на самом деле. Хоть завоюйся. Побежал рабочий вперед. И направо тут два рабочих бегут. Саплай и казармы фейковые сразу же ставятся. Но это понятно, это рабочих спасать, чтобы никакая техничка тут не пришла. Военный завод. И казармы, да, фейковые. Просто защищать. Защищать своих рабочих, чтобы никакая техничка тут не пришла. И этих рабочих не передавило, соответственно, блок экономики. Ставятся саплай. Рабочие бегут, да, здесь норка будет стоять. И уже вышел первый подрывник. Ну и ждем, когда достроится военный завод, когда фейк уже отменится и станет военный завод настоящим. И будем ждать будущий подрыв. 3 саплая. 3 саплая старт и то же самое, абсолютно одинаковый старт от Экскала. Также с помощью казарм защищает своих рабочих. Экскал есть военный завод казарма, ставится норка. И на центре также саплай и также норка токсиновая. Норка, конечно, она будет поинтереснее, она помощнее у Токса, но у стелса зато она невидимая, да? Можно рабочего, в принципе, пригнать сюда, но починить домик здесь и ракетчиков посадить. Посадить ракетчиков, и такая будет укреп-постройка. Но можно подъехать техничкой просто вместе с токсиновым ребелем и выселить нафиг этих ракетчиков из этой норки. Техничка пошла вперед от Стаза. Экскал также идет вперед. Заехать для подработчик здесь не получится. Она, по всей видимости, пустая. А вот у Стаза подрывники. И будет сейчас минус военный завод. Да, хорош. Стас. Вот Экскал приехал пустой те еще, к сожалению, для Экскала. Да, и уходит. Причем на нолях практически здесь хп. Ну, а Стас дает вторую норку на центре. Да, потерял техничку, но военный завод отменил. То есть спам прекратился. Это здорово. Это здорово сейчас для стелса. И еще одна техничка, загружается пехота. И здесь также, кстати, много ракетчиков. Достаточно отмена скрапа, много техничек. Здесь ракетчик в домике сидит. И под саплай тут можно, в принципе, отсюда откуда-то подъехать, как бы, и пробить тут норку, не дать построить, и убить рабочих. Почему бы и нет, на самом деле, отменить добычу. Норка под вышку. На карте вышек, напоминаю, 3. А справа тут у каждого из бойцов по арт-платформе и куча коробок разбросана. Поехал Дроксотрактор вперед отменять ракетчика. Есть технички. Ракетчик высаживается, но есть и ответ. Есть ответные течи от технички от Стаза, их достаточно много пехоты. Своих ракетчиков стелс садит сюда в этот домик, и Экскал убегает техничкой. Почти ее потерял, но потерял только ракетчика. Норка достраивается. Справа тем временем пехота от верхнего бойца токсиновой, конечно же, идет здесь в позиционку. Справа тем временем рабочий от Стаза. Также есть ракетчики. Хочет Стас себе еще один саплай, так полагаю. Но Экскалу тоже надо бы не отставать. Военный завод он восстановил и ставится второй. Что же касаемо Стаза, у него ставится дворец. Он решил выйти во дворец побыстрее. Пробивается домик. Высаживается пехота, тут, ну, дом уничтожили, и, соответственно, ракетчики вышли оттуда. Вот тут Стас хочет пробить, я так полагаю, рабочих, да, тут техничка с одним скрапом, она, в принципе, пехотинцев очень хорошо будет пробивать. Минус течь, да. Здесь, тем временем, ракетчики, плюс токсиновый ребель сидит. Экскал ничто не хочет себе их захватить, даже ребель тут имеется. Просто через контрол вышку уничтожают. Справа нора, это Стас. Также справа есть норка и от Экскала. Опять техничка зашла, она пустая? Она пустая или нет? Она пустая, она идет бить просто по рабочим. Хочет подсократить немножко Стас Экскалу экономику. Да, бьет и бьет неплохо. Ну, только, правда, один рабочий. Можно было бы попробовать второго забрать, но не было на это времени. Тут погоня. И вышел танк Скорпион от Токса. Скорпион с грейдом на ракеты. Это очень такое чумовое оружие на самом деле. И техничка минус. Но одного только рабочего удалось забрать. А вот слева интересная норка строится. У стелса тут, в принципе, также есть нора близко. Может быть, даже Стас и видит эту постройку. Но получается, что нет. Видимо, чем-то занят. Он выходит в 4-й саплай. А Экскал захватил себе 2 вышки. И также выходит в 4-й ресурсный центр. Минус ракетчики. Ребель отработал. Технички идут вперед. И почему-то Стас решил отступить. Ну тут домики.
Тут домики, там пехота, и побоялся Стас. Да и при том у него слева тут атака, все-таки норку он тут прозевал. И донат залетает. Карась. Не сдавайся. Знай, что тяжело. Спасибо большое, Карась, спасибо. Спасибо огромное за не за материальную поддержку, сколько за хорошие слова. Да, я не буду сдаваться. Да, я подсдал сейчас. Я подсдал активностью. И плюс сейчас не такое хорошее время для стрима. Почему? Потому что у кого-то ночь глубокая, у меня вообще утро, да, у меня 11:30 утра. Как бы зрителей мало, но все равно я знаю, что я приду к чему-то на этом канале. Я в этом уверен. Я найду время, буду находить хоть ночью, хоть днем. Я буду писать реплеи, все равно выходить в эфиры. Я все равно разовью этот канал. Он будет работать. Он будет работать 100%. Батлбас! Батлбас от Стаза уже, кстати, с Джарманом. Да, есть дворец. Тем временем работает черный рынок. Ну, строительство его. Еще один военный завод. Добавляется еще одна норка от Экскала. И Стас отбивается. Надо норы эти зачищать. Иначе могут быть в будущем большие проблемы. Еще одна норка от Стаза. Да, ему тут одну покалечили. Надо ее... Кстати, есть рабочий. Ну, отправляю. Почему бы и нет. На центре сапплай качает, ему никто не мешает. Справа сапплай также на месте. Экскал вышел также в ресурсный. У него, кстати, еще и 2 вышки. И строится дворец. И в 3 военных завода спам. Денег просто, ну, до хрена, извините за выражение. У Стаза пока только 2-й военник. И, ну, блин, надо добавлять. Еще одна норка достраивается от стелса. Блин, пачку бы не мешало бы побольше подспамить и убить эти норы. Эти норы абсолютно здесь не нужны. Просто из них вся сейчас нечисть с 3 заводов как вылезет. И будет очень плохо Стазу. Нужно что-то решать с этим. Это такое печальное событие, что здесь 2 норы стоит. Ну вот и началось. Вот и началось. Пробивается норки. Рокетбаги работают. Квад, вот не надо кваду давать, так говорится, спуска. Не надо, чтобы он тут сам как-то, да, мискликать. Не надо терять сейчас юниты вообще. Черный рынок-то готов? Готов. Там 100% сейчас учится грейд на ракеты для рокетбаги. Выходят скорпы и минус 1 нора. Минус 1 нора, это хорошо. Это уже для Стаза хорошо, что 1 норка уже уничтожена. И сейчас 2-ю. Да, и 2-я норка также под сносом. Почему бы вот сюда рабочего не привести, починить бункер, посадить ракетчика и дать тут еще 1 норку? Но скорпы, кстати, скорпы от Экскала идут вперед. Они идут вперед и пробивают норку. Пробивают ногу, но есть баги и уже с грейдом на ракеты. И также появляется батлбас. Есть квад, вот этот вот Скорпион сейчас до него дотягивается. Стас хорошо, здесь норка пробивается. Надо скорпы бить. Стас теряет один из рокетбаги, очень жаль. Батлбас. Батлбаст очень хорошо, кстати говоря, здесь помогает. И, кстати, у Стаза уже 3-й ранг. Я надеюсь, что он уже дал где-то каркас КЦ. В бункер посадил ракетчика. Ну вот починить бы этот бункер было бы неплохо на самом деле. Работает тут баги. Баги уходят. Вышли опять, зашли назад. Побаивается Стас потерять. Ну а с другой норы под вылез. И вы... Ой, хорошо как вышел. И Экскал просто почти всю свою пачку скорпионов потерял. Настрел идет. Вот эту норку сейчас, может, даже сейчас Стас стоит подзакроет. Но нет, скорпы вышли. Вышли скорпионы. И до рокетбаги не удалось дотянуться. К сожалению, для Экскала, но, к счастью, для Стаза. Вот бункер починить. Надо починить его, рабочего туда привести. Хорошие скорпионы, на самом деле. Теряет тут Стас, но отбивается. Отбивается, рокетбаги, конечно, помогают. Можно норку добить. Можно норку добить, а сюда может даже какой-то подрыв. Ну, хотя тут еще одна норка строится, и будет тяжеловато тут подрывниками приехать. Их просто токсиновая нора все отконтролирует, на мой взгляд. И пробивают норы Экскалу. Экскалу пробивают норы, спам вторички. Также по-прежнему спам с 2 заводов. Ставится командный центр, у Стаза уже 4-й ранг. Также спам вторичной экономики. Пока в СВ никто не переходит. Наверное, и рановато пока что. Минус нора. Ответочка в виде рокетбаги пошла. Экскал вышел в баге. Надо грейд учить. Минус еще одна норка. Почти добрался до вышки. И тут Джарман бегает. Это Джарман от... это Экскал, да. Джарман от Экскала. Джарман ответный есть также от Стаза. Надо сканить территорию. Но пока вот Джарманы не стреляют. Пока вот не видно их, да. Ни одного, ни другого. Пробивается норка. И пробивается вышка. Хорош, хорош Стас все-таки до вторички. Ну, скажем так, не до речки, а до экономики, да. Все-таки добрался. Добрался Стас. Это на руку сейчас стелсу, на самом деле, сократить экономику своему сопернику. Там, блин, 3 завода.
3 завода просто. И бьется КЦ. Бьется каркас КЦ, и такими темпами сейчас может Экскал свой КЦ-то и не достроить, но, наверное, все-таки достроит. Да, огневой мощи пока такому количеству рокетбаги не хватает. Норка слева строится, Джарманы тут бегают от одного и другого бойца. Это Джарман от Стаза стоит, а это Джарман от Экскала. Стаз дает норку. Ну, кстати, почему не убил рабочего? Ну, боится, я так полагаю, боится, что Джарман от Стаза отработает. Не хочет Джармана своего Экскал терять. И еще одна вышка также под снос. Это работает Стаз. И минус вышка, минус домик, рокетбаги отрабатывают. Ну и вот последняя вышка на карте остается. Она пока еще под контролем верхнего бойца, под контролем Токса. Дом уничтожается, ракетчики выходят, пробитие по норам. И еще одна норка также под снос. И до вышки, я так полагаю, что все-таки Стас-то доберется. Через контрол можно дом до конца закрыть. Ракетчики работают. Ну тут Джарман есть. Есть Джарман, можно пробить. Но тут Джарман от Стаса далеко. И басы врываются. Врываются басы и выход в скат-штормы. Рокетбаги пришли защищаться. Плюс ракетчики помогают. И басы один перевернут, второй также перевернули. Также перевернули и закрыли до конца. Вышка у Экскала живет. Вышка живет. Смотрите, как в рядочек, да, смотрите. Раз, два, три, четыре, 5 норок поставил здесь. Экскал защищается. Пока только вторичка в скатштормы не переходит. КЦ выжил, хотя баги пытались настреливать. Стас дал скатшторм на 50%, он почти. Вот этот сапплай можно продавать, черный рынок. Да, вот вторичка, еще раз вторичка. Сейчас идет такая фаза уже пошла, когда пора, потому что на карте ресурсы потихоньку кончаются. Доки на базе иссякают. Второй скатшторм, это... И как бы сейчас, если Экскал не позаботится о своем СВ в будущем, да, как бы, то это может быть даже зарешать как-то. Плюс Стас быстрее ранг набирает. То есть до 5-го ранга не так далеко осталось, а там и токсобомба, скрытая атака, и в какую фазу это все перейдет потом, неизвестно. И 4 баса. 4 баса Токса и Джарман, сразу же Джарман. И пехота одна за другим, и не удалось обратно вернуться. Не удалось обратно вернуться, и бас вообще без пилота здесь остается. Можно рабочего привести и вернуть бас опять в строй. Вновь спамить пехоту. Еще одна казарма здесь. С казармы спамятся ракетчики. Джарман Кэл новый здесь. Вот Экскала, да, и бас все-таки свой спасает. Правда, без пехоты Экскал. И басов становится еще больше. У Стаза почти 4000 экспоинтов. Скоро 5-й ранг, много ракетчиков. Это ракетчики от стелса. Ну куда ж ты под нору-то? Куда ж ты под норку-то, Стас? А вот сапплай Экскал потеряет. Ставится маяк, скатшторм готов. Первый маяк, вот тут надо будет уже ставить второй. Застелсить бы скатшторм не помешало, естественно. Ну хотя маячок уже есть. То есть Экскал уже будет видеть. И самому бы не помешало бы СВ развернуть. Еще черные рынки. Еще черные рынки, еще куча басов здесь. Справа ресурсов еще хватает, можно качать. На базе, в принципе, тоже еще доки есть. Второй скатшторм вот-вот будет готов. И починил бункер, кстати, вот как я и хотел. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7 басов, плюс рокетбаги тут еще есть. И идет Экскал вперед, я так полагаю, бить. Бить скатшторм. Минус рынок. Не надо стоять, надо ехать. А тут минка, но она не достает. Вторую достроить здесь не удалось. Минус рынок. Один бас перевернули. Второй здесь также выше был перевернут. И он бьет баги. Он бьет баги. И до скатшторма... Третий бас переворачивается. И до скатшторма добирается. Добирается Экскал. Но у него один бас вообще был пустой. Ну же, чуть-чуть тут осталось. Чуть-чуть совсем осталось убить. Еще буквально немножко, но не стреляет. Но не стреляет Экскал. Чуть-чуть не хватило. Все басы потеряны. Ёлки-палки. Второй скатшторм готов. Немножко не хватило. 4566 экспоинтов у Стаза. Уже скоро 5-й ранг. А там будет еще хуже. Там будет еще хуже. 2 скатшторма. Блин, и как это контрить? Еще одна казарма, то есть чисто басы сейчас будут. Басы, еще раз басы. Ну, судя по миникарте, как-то Стас поинтереснее выглядит. Вышку, кстати, разнес. Вышку Экскалу Стас уничтожил. Счет 2-2, напоминаю, ребята, у нас хорошо идут бойцы ножка в ножку. Кстати, я не ожидал, на самом деле, что Стас будет так хорошо сражаться. Такое ощущение, что набирает форму. Не знаю, как к игроку отношусь отлично к Стасу, на самом деле. Вот просто респект, на самом деле. Рокетбаги отработали норку.
Ставятся черные рынки. И вот еще больше рынков. Рынков все больше и больше и больше дает. Экскала, но у Стаза-то и вторички не меньше на самом деле. Много. Распродажа саплая, он тут уже не нужен, коробки тут закончились. А вот тут еще коробочки можно пособирать, можно, в принципе, рабочими тут на дальняк побегать. Все, док, один из доков уже экскала закончился. Справа тут еще есть что добывать. Ну, а здесь коробки также уже кончаются. То есть саплая практически все. Рокетбаги пришли. Пришли рокетбаги и норку уничтожили. Тут, блин, причем смотрите, как КЦ стоит. Как он стоит? Он стоит довольно выдвинуто тут и нечем защищать его. Тут нет нор. Нет нор, а юниты, ну вот басы, окей, басы собираются опять новые. А почему бы не выйти в баги, не знаю, попробовать побить по позициям? Почему этого не делает, я сказал, очень странно на самом деле. Блин, осталось буквально чуть-чуть до 5-го. Буквально чуть-чуть. Мне кажется, что можно повылазить тут откуда-то с нор, побить норки экскала, чтобы до 5-го раньше дойти. И очень, смотрите, сколько ракетчиков, а! Сколько тут ракетчиков, просто огромная тут армия, да, пехоты. И басы также готовятся. Готовится Стас явно к 5-му рангу. Да, там потом просто откроется скрытая атака, оттуда выйдут батлбасы, которые будут просто громить базу экскалу. Нора добавляет по черной рынке, но КЦ пуст. Пустой КЦ, тут бас катается, как разведыватель, я не знаю, для чего он здесь. И вот, кстати говоря, рабочие бегают и добывают коробки на дальняк. Дальняк тут бегают и катаются рокетбаги. Катаются рокетбаги, ну бей КЦ, тут Джарман, так сказала, бегает. Если у него там юниты. Если у него там юниты какие-нибудь, кроме басов, неестественно. Если... токсиновый ребель-амбуш. Токсиновый ребель-амбуш, хорош. Осталось только 5 баги. 5 же, да, 5 баги, одна каленая. Плюс тут Джарман одну отстрелил. Можно, кстати говоря, своего пилота посадить. И вновь раз, два, три, 4, 5, 6, 7 батлбасов идут вперед. Минус ракетчики. Неужели доберется, а? Неужели экскал доберется? А там минка! И минус 2 баса уже. Плюс еще и рокетбаги помогают. Куча стингеров. Ну, может быть, сейчас все-таки еще одна мина. Еще минус 2 баса. Боже мой! Что происходит? И ответные базы от Стаза. И он вроде бы как спасает. Неужели спасет Скатшторм? Неужели спаснет? Нет, не удалось. Не удалось, а буквально оставалось 15 секунд. 15 секунд оставалось, чтобы запустить этот скат. Но есть второй, этот отстроится. И у Стаза 5-й ранг. У Стаза 5-й ранг, это значит, что появляется токсо-бомба, скрытая атака и строится еще один скатшторм. Все басы экскал потерял и до конца скатшторм не закрыл. До конца скатшторм не закрыл. Да, 4-кратный чемпион мира, ныне не действующий, конечно, как-то печальненько выглядит, что ли. Ну, либо Стас форму набрал. А вот и токсо-бомба. И аккуратно басы. Браво. Браво, Стас. Но успевает несколько уйти. Пехота также успела сесть в басы. А вот и скрытая атака. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7 батлбасов просто пришли громить экскала. Минус рынок. Есть, конечно, ответка. Но мне кажется, что Стас тут просто все перебьет. И да, еще, конечно, да, тут и, в принципе, и Стас потерял так неплохо под дворец. Дворец пустой, тут еще и пехота высадилась. Там токсо-бомба не дает спамить. Сейчас будут... ну, тут, кстати говоря, пехоту-то потерял здесь. Пехоту-то потерял здесь Стас. Но дворец заберет, заберет. 2 рынка собрал. Саплай бьет. Да надо, наверное, рынки бить. Где же Джарман? Где Джарман у экскала? Здесь еще и рокетбаги заходят, там скатшторм запускается. Ну, все уже. Мне кажется, что уже нет смысла здесь продолжать воевать. Экскалу просто тянуть время. И на военные заводы. На военные заводы залетает скатшторм. Минус из казармы. Тут норы забрал. Нормально зашел. Вообще нормально зашел Стас. Саплай сейчас добьет. Тут еще и, кстати говоря, рокетбаги просто своим ходом через всю карту приехали. Можно было через скрытую атаку, а они своим ходом пришли. Продолжают кататься. Тут норку дал в тылу экскал. Окей, хорошо, но басы заживы. Отстроился скатшторм. И слева также сейчас восстановится. И в сумме их будет уже 3. И, кстати, вроде бы как тут какими-то тут минимальными темпами, но экскал-то отбивается, но много теряет. Много теряет вторички, теряет военные заводы, теряет казармы, теряет саплаи. Боже мой, еще бы КЦ бы ему убить. И, кстати, у экскала также появляется 5-й ранг.
У Экскала появляется 5-й ранг, у него появляется токсо-бомба, скрытая атака, но если у нее юниты, если у него что вывести, он все свои басы-то потерял. Джерман Келл переворачиваются басы, да, все-таки у Стаса, все-таки переворачиваются, но очень хорошо зашел, еще добавляются юниты, и токсо-бомба уже от верхнего бойца под заводы хорошо залегла, в принципе, она здесь, да, и минус какая-то часть техники здесь, часть юнитов была, в принципе, потеряна. И это хорошо сейчас для Экскала. Плохо для Стаса, конечно же. Пехота выходит. Но не надо ее под норы гнать. Но Стасу виднее, и норка минус. Норка минус, можно даже попробовать пробить черный рынок. Но где же Джарман Келл? Почему его здесь нет, когда он так нужен? Перестрелка пехоты. Здесь все-таки, наверное, Экскал победит. Да, закрывает он полностью эту атаку. Ну, кстати, скрытая атака-то еще живет. Тут остался только квад, есть батлбас, который закрывает скрытую атаку. Но, блин, просто смотрите, какой участок здесь Стас просто уничтожил. Так, а тут тем временем Токсо-Ребелямбуш, который закрывается, бьется КЦ. Участок огромный Стас расширил. И у него еще и 3 скат-шторма. 3 скат-шторма, которые просто, прикиньте, они сейчас все вместе просто разом долбанут. И минус база. Минус база Экскалу есть, он флуатит, конечно, да, есть флуат, Скрамблер отработал, застелся здесь свои юниты Стас, и он хочет КЦ. Он хочет добраться до этого командного центра, да, остается еще и Экскал без повышений, все, добил полностью, потерял, конечно же, Стас сейчас свою армию, но минус КЦ для Экскала, придется строить новый. Есть, в принципе, были деньги для того, чтобы построить скатшторм, но Экскал все равно гнет свою линию, все равно он спамит вторичку, и есть, кстати, второй дворец. То есть дворец был ранее потерян, но есть второй, то есть Экскал заранее об этом позаботился. Что же касаемо Стаса, ну вот у него вот второй дворец строится, да, на всякий пожарный. Все, в принципе, на карте ресурсы, да, стартовые такие, скажем так, они кончились. Теперь все зависит только от количества вторичной экономики. Но СВ, меня очень сильно смущает СВ от Стаса. Для Экскала это проблема, причем большая проблема. И третий скатшторм он не отметил, он не поставил здесь маяк, как это было на предыдущих 2 скатштормах. Также он в стелс, то есть он не знает, Экскал, где он находится. Если только он на память это как-то не запомнил. У Стаса тем временем как-то флуатом маловато, он, видимо, все спустил на юнит. Ну, а тем временем Экскал отстраивается. Он отстраивает вторичку. Отстраивает вновь вторичную экономику, которую потерял, вновь отстраивает командный центр. Ну и ждем, чем же все это закончится. 2 военных завода по-прежнему у Экскала живы, казармы есть, он продолжает также спамить батлбасы. А здесь вообще батлбас пустой, без пилота, его можно было бы даже кому-то и приватизировать. Только надо какого-то пехотинца привести или рабочего, я не знаю. Ну вот, было бы неплохо на самом деле. Че он тут бесхозный-то стоит? Тут коробочка, кстати, одна осталась на $150. Но это на 2 раза рабочему сходить. Открывается скрытая атака, а там сразу же Нора. Стелс позаботился. Вот это, кстати, вот хорошая штука, да, вот опытные игроки знают об этом, что когда переходишь в такую уже фазу игры, да, когда уже появляются 5-е ранги, нужно строить эти норы в тылу, чтобы какая-нибудь скрытая атака, не шальная здесь, не зашла. У тебя сразу есть чем ее контрить. Нор на базе должно быть достаточно. Это мобильность, и Экскал пошел в атаку. Очень много батлбасов, да, здесь есть ответочка от Стаса. Ну не знаю, тут много нор. Очень много норок, как бы, дойдет ли. Мне кажется, что это атака последней надежды уже. Потому что там уже 3 скатшторма, и один из них уже вот-вот запустится. А может быть даже Стас захочет отбиться с помощью скатшторма. Пожертвовать какой-то частью своей базы, но отбиться от этих басов. И запуск. Запуск и скрытая атака. Нет, наверное, все-таки будет по базе, и ответная атака пойдет. Ну что ж, Экскал заходит. Экскал заходит. Довольно-таки неплохо. Скатшторм вырубает дворец. Открывается скрытая атака, но из нее ничего не выходит. Басы тем временем у Экскала продолжают кататься. Минус черные рынки. 2 баса еще мобильные. Остаются минус еще один рынок. На пути скатшторм. Есть маяк. То есть знает об этом Экскал, что тут скат. И, кстати, если мне память не изменяет, именно этот скатшторм сейчас может... Нет, все-таки вот это то, что справа. Тот, что справа будет запускаться. Ну вот, кстати, один из скатштормов, возможно, даже и потеряет Стас. Второй скатшторм запустился. И по рынкам. По рынкам и еще раз по рынкам. Ну, один скат убил, окей. Окей, один скат Экскал все-таки забрал. И по деньгам, кстати, у каждого больше 10 тысяч флоата. Это круто. И забрал. Забрал один из скатштормов, но сейчас запустится еще и слева.
Еще и слева сейчас скатшторм будет запускаться. Господи, боже мой, как же сейчас это все верхнему бойцу пережить. И токсобомба пошла. И Стас наступает на правый фланг. Скатшторм запускается. Токсобомба на военный завод, но она не долетает. Успевает ее сбить. Успевает ее Экскал сбить. Куда же летит скатшторм? Я бы сюда ударил. 3 рынка раза можно снести, но слева рынки уничтожаются. Все, экономики все меньше и меньше Экскала остается. Токсиновый ребель амбуш. Пробили здесь немножко по рокетбаге. Кстати, не добил! Не добил Экскал пехоту. Ой, точнее, Стас не добил Экскалу пехоту, и она идет сзади просто и пробивает баги. Пробивает баги, квады. Вышли уже под черные рынки. Тем временем идут батлбассы, то есть есть еще и чем отбиться у Экскала. Ну каков? Ну каков? Я не удивлюсь, если еще Экскал это затащат. Ну, наверное, вряд ли. Я уже в это не верю, это уже не вытянешь, мне кажется. Тут уже Стас слишком силен. У него флот хороший, у него вторички много. У него и свои есть, и токсобомба пошла. Токсобомба пошла, но не попадет уже. Да, уже уходит Стас. Успевает уйти, но одну баги даже, наверное, нет. Даже без потерь от этой токсобомбы ушел. Ну и вот такая база осталась после всех этих атак у Экскала. Да, она все меньше и меньше становится, к сожалению. А Стас просто весь свой флот спускает на вторичную экономику и восстанавливает третий скатшторм. Начинает его строительство, буквально только 15% от этого скатшторма, но, тем не менее, в сумме все равно будет 3. В сумме все равно будет 3. Вновь открывается скрытая атака. Подрывники сразу же тут есть. Сразу же тут есть подрывники. Вот спамил, я не знаю для чего, может какой-то подрыв хотел тут Стас соорудить. Но они пригодились для того, чтобы закрыть скрытую атаку. Ну как круто, да только открыл, а тут подрывники. Как будто чувствовал стелс, что здесь эта скрытая атака откроется. Скорпионы пошли вперед. А нет же дворца, дворец только сейчас строится. То есть не было возможности спамить базы, не было возможности спамить баги. Под казарму уже добрался Стас. Много квадов, которые будут пить пехоту. Да, пехоты много, в принципе, может даже все эти квады сейчас и как-то и перебьет Экскал. Но много пехоты при этом потеряет. Есть бас. Джерман Келл нужен. Было бы неплохо здесь его иметь в обоими, конечно же. Стас зря не ведет с собой Джармана, к сожалению. Конечно, он этого не делает. Рокетбаги со спины вышли здесь с Нары и закрыли еще один батлбасс. Но зато есть Джарман у Экскала. Справа тем временем Скорпы пошли вперед, но их здесь перебьют. Здесь много стингер позиций, плюс Норы. Да и при том Стас, похоже, что перетягивает свои юниты направо. Скатшторм уже практически готов. Это третий по счету. Экскал вновь подспамил батлбасс. Ну а Скорпион сейчас будет закрыт с помощью норы, я так полагаю. Да, здесь уже отработает. Ну и все, Стас просто идет через всю карту, даже уже не через... Извините, скрытую атаку, он просто уже через всю карту юнитами идет вперед, потихоньку, полегоньку Экскала добивать. Ну нечем тут уже по сути сражаться-то. Ни денег, ни юнитов, как бы тут, ну зря тут, мне кажется, что уже Экскал тянет. Но с другой стороны, отдаем уважение тому, что Экскал до конца доигрывает. Дал маяк на скатшторм. Какой он по счету уже даже не прописывает, может помнит на память. Опять батлбассы, 3 штуки. Здесь тем временем Стас также поставил какой-то маячок. Что за маяк, непонятно для чего он здесь. И все. И даже не успевает дойти практически до скатшторма. Тут Экскал просто до конца ему все эти батлбассы уничтожили на подступах к базе. Но вот тут у Стаза какой-то как мисклик, что ли. Он попадает тут под замес от норок. Сквады перебиваются с помощью батлбасса, а рокетбаги уходят обратно на центр. Еще поджат, еще более поджат Экскал. Вновь спамят басы. Вот просто доигрывает. Просто доигрывает верхний боец до конца. У меня, знаете, складывается такое ощущение, что сейчас вот с помощью вот этой катки Экскал просто Стаза измотает в долгую. То есть уже полчаса как бы игры идет. Слева рокетбаги подходят. Готов скатшторм. И Стас пока его не запускает, возможно, ждет второй. Возможно, ждет второй, чтобы 2 скатштормами сразу же. Но нет, все-таки будет запуск. Давайте даже мы сделаем красиво. Открывается скрытая атака. Куда у нас летят ракеты? Они летят, возможно, на дворец. Возможно, это будет дворец. Да, это будет дворец и вторичка. Открывается скрытая атака от Стаза. И открывается скрытая атака от Экскала. Врываются батлбассы все-таки, но сразу же попадает под шквальный огонь юнитов стелса.
И, по всей видимости, эта атака закроется, даже не начавшись. Но что же касаемо Стаза, так он пришел уже до основания уничтожать Токса. Военный завод под снос, перекрывается, переворачивается Батлбас. Еще один Скатшторм запускается. И победа Стаза. Экскал проигрывает. Ну, давно пора уже на самом деле было, на мой взгляд. Да, хорошая игра. Хорошая игра на самом деле.